Этот камень-дикарь валяется у нас под ногами на каждом шагу. Называют его песчаник или сланец. Предприимчивые американцы из штата Арканзас давно торгуют по всему миру своими природными натуральными камнями, предлагая свои бруски для заточки ножей и другого инструмента. А у нас из природного камня строят заборы, дома и даже поместья, а также используют его как отделочный строительный материал. Поэтому сегодня я хочу протестировать, годится ли дикий природный камень для заточки. А проверять его я буду на самой твердой стали от мехпилы, которую в природе называют рапид, и с помощью которой железнодорожники пилят свои рельсы. Для начала камень нужно замочить в воде и выровнять на более грубом абразиве. Я для этой цели применяю обычные круги от точила большого диаметра. Процедура эта не быстрая и заняла у меня не менее часа по времени для доводки одной стороны. Камень для эксперимента я не выбирал, а взял первый попавшийся на дороге, под ногами, поэтому в нем много вкраплений и примесей, но на ощупь этого совершенно не ощущается. Если заточка пройдет успешно, я подберу камень большего размера и с однородной структурой. А для проверки режущих свойств этого камня я взял сапожный нож из стали R6M5 и хорошенько затупил его на стекле. Если камень сможет ободрать эту сталь, то с обычными кухонными или хозяйственными ножами он справится без труда. Этот нож уже не резал ни кожу, ни бумагу. Отлично, вот его мы сейчас и испытаем. Заточку на природных камнях производят обычно с водой, чтобы камень не засаливался металлической стружкой и отколовшиеся продукты заточки не царапали режущую кромку ножа. В процессе заточки камень нужно постоянно смачивать и периодически протирать от шлама. Кстати, напишите в комментариях, кто знает, чем отличается сапожный нож от столярного ножа-косяка. Это абсолютно разные ножи, хоть форма у них и похожа, и поэтому их постоянно путают. А если это видео наберет 200 лайков, я сделаю в одном из следующих роликов обзор на сапожный нож и расскажу о его секретах. После заточки нужно сделать несколько движений с обоих сторон, чтобы отломить заусенец. На этой стали он очень твердый, и если его не снять, то при последующей полировке он может испортить полировочный бланк, ободрав часть кожи. Но об этом позже. Перед полировкой мне было интересно посмотреть, сможет ли нож резать бумагу сразу после заточки на камне. Отлично! Рез хоть и получается немного грубоватым, без полировки, и еще цепляет заусенцем бумагу, но он уже уверенно режет всей поверхностью режущей кромки. А значит, камень с успехом выполнил свою работу. А вот теперь давайте приступим к полировке. Уже после нескольких движений на коже с пастой Гои рез стал мягче, и я немного увлекся, нашинковав целую гору бумаги. Этот опыт я считаю весьма интересным, так как природных камней всегда много, и не нужно тратить сотни долларов для покупки импортных кирпичей. А если вы решите испытать в заточке дикие камни из вашей местности, пришлите мне ссылку на ваши опыты. А если ролик был вам полезен, не забудьте оценить его лайком или просто оставить в комментариях плюсик. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи в комментариях, я по-прежнему стараюсь отвечать на все.